Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Я решила для себя устроить еще один челлендж, новый на моем канале. В конце декабря на моем канале вышел челлендж по заполнению пробелов в раскраске. То есть суть была в том, что когда-то я раскрашивала не по порядку, потом стала раскрашивать по порядку. И между, допустим, одной раскрашенной иллюстрацией и другой были какие-то пробелы, там развороты недоделаны. И вот я решила, что периодически буду устраивать такие для себя челленджи, где я буду заполнять эти пробелы. Но сегодня на моем канале стартует еще один новый челлендж для меня. Я его назвала «Реабилитация раскраски». Суть данного челленджа в чем? Ну, если кто смотрит постоянное видео, то знает, что я вообще Марию Тролли, Дивная Луна. Ну или Дивная Луна, кому как нравится. Я говорю Луна, потому что, ну, по имени, допустим, этой девочки. Хотя это может быть Луна, тогда, ну, как бы, в принципе, я думаю, и так правильно. Так вот, я всегда говорила, что раскраска, которая мне нравится от данного иллюстратора, это «В час заката». И как только я ее купила, каждый месяц я ее раскрашивала. Бывало, что я могла пропустить какой-то месяц, тогда я наверстывала. И в следующем раскрашивала 2-3 иллюстрации. Вот. А здесь, конечно, я ее купила, начала, периодически раскрашивала, но в любом случае не каждый месяц. Ну и потому что почему-то она мне не нравилась. А недавно, знаете, вот я ее открыла, стала перелистывать. И думаю, странно, вот чем она мне не нравилась, если практически все иллюстрации здесь мне в тему. Ну, по крайней мере, я люблю цветочки, там лепесточки, вот это все. И в целом, куда ни посмотри, по большей степени мне тематика нравится. Даже если есть какие-то элементы, которые я не совсем люблю раскрашивать, ну, по факту это же всего лишь элементы, а не полностью, да, ими заполненное пространство. Вот. И я удивилась, думаю, ну, если бы большая часть была бы иллюстраций, которые мне не нравились, да, понятно, а здесь как бы очень странно. Я не знаю, в каком я была подавленном, видимо, состоянии, что я так к этой раскраске относилась. Не знаю. Ну, в общем, поскольку я поняла, что вообще-то наполнение меня полностью устраивает, то нужно ее реабилитировать. И я занялась на ночь глядя, вместо того, чтобы спать, потом еще думаю, что у меня бессонница, арифметикой. Тут вот написано, что купила ее 20 октября 2021 года, начала 21 октября. Вот. Да. В Бук24, кстати, за 262 рубля приобрела. Ну и снимаю я, правда, это все еще в декабре. Видео выйдет в начале января. Ну вот, если считать с октября по январь 2023 года, получается, что у меня должно здесь быть раскрашено 16 иллюстраций. Ну, если красить одну в месяц, потому что раскрасок много, как вы понимаете, и ну, много где хочется пораскрашивать. Ну вот, я стала считать, сколько у меня раскрашено. Ну, понятное дело, что это я за одну иллюстрацию считать не буду, и это тоже я, вот это и это я все за одну посчитаю, как бы одна иллюстрация, но это уже как бы нормальный объемчик. Значит, 1, 2, 3. Здесь вот мы с моей ученицей Дианой вместе раскрашивали. 4, 5. Вот хорошо же. 6 тоже нравится, как получилось.
7, 8 и 9. В общем, раскрашено у меня всего 9 иллюстраций. Таким образом, недостает еще 7 раскрашенных. Ну вот я и решила, что устрою себе такой челлендж. И раскрашу здесь 7 иллюстраций. Я не буду себе ставить сроки. Ну, естественно, я хочу это раскрасить и показать в итогах января, потому что сейчас 6 декабря, я уже все отсняла на декабрь, уже итоги тоже готовы, поэтому сейчас я начинаю в течение 2 недель, плюс-минус 2 недель, ну да, раскрашивать на январь. У меня тоже уже есть раскрашенные иллюстрации, есть один влог отснятый. Ну, потому что, кто не знает, то, что я раскрашиваю, как бы показываю за месяц, я раскрашиваю буквально за 2 недели. Вот сейчас, потому что так удобно, но зато видео выходит постоянно на моем канале. Ну, так вот, я не знаю, буду ли я, как в обычных влогах, раскрашивать на камеру. Вот это не знаю. Но все, что у меня раскрашено, я вам показала. И, ну, чтобы было более честно, когда буду начинать ту или иную иллюстрацию, я вам ее буду показывать, говорить, что вот ее я начинаю, потом еще и так далее. Ну и потом покажу итоги. Соответственно, в конце этого видео. Ну, вам это будет все достаточно быстро. Ну, я думаю, что, наверное, за неделю-полторы потихонечку, полигонечку я должна буду справиться. И несмотря на то, что, в принципе, я даже здесь старалась идти по порядку, несмотря на то, что сейчас я вообще раскрашиваю по порядку, но я решила, что первое, что будет мной раскрашено, это вот эта иллюстрация. Я сейчас сразу какую-нибудь найду тут закладку. Вот такую скрепочку возьму. Что-то я как-то активно у меня закладки используются. Надо докупить новых. Вот. Или сюда сделать такие ленточки, как раньше. Возможно, сделаю включение, покажу промежуточные итоги. Может быть, еще что-то. Ну, короче, как-то так. Это будет именно формат челленджа, но без сильной, прям точной привязки ко времени. Одна иллюстрация закончена. Не спалось, поэтому встала и буквально за час раскрасила. Ну, кстати, а может и побольше, не знаю. Сейчас 6:54. Да. Вот я начинала с этих листочков. И я думаю, что немножечко здесь надо еще растушевать, а здесь уже как бы нормально. Ну, я теперь, кстати, поняла, что сложность здесь была с бумагой, потому что сами иллюстрации это хорошие, а вот бумага тяжеловато здесь раскрашивать. Ну ладно, в целом вот одна иллюстрация сделана, мне почему-то захотелось ее раскрасить вот в таких тонах. Листочки это Vista Artista, хотя желтый цвет это Ашан 50 цветов набор. Здесь сами вот эти вот листочки, точнее лепесточки, это самые темные Лира Рембрандт, полихрома с салатовой и желтый Ашан 50 цветов. Тут по краям это 2 оттенка из тоже набора 50 цветов Ашан, охра. Здесь Magic Кохенуровский и здесь Magic фикс-прайсовский. Ну, свет в окошке это тоже фикс-прайс желтый, ой, Ашан желтый. Это из очень старого набора Ашан, тут, которые такие двойные, трехгранные. Но имеется в виду двусторонние карандаши, там золото и серебро, извините, я что-то вообще сонная. Так, ну, девушка, лицо, значит,
Ивори Полихромос, волосы желтый, оранжевый, Ашан 50 цветов, платье это Derwent Color Soft мятный, на платье, ну, воротничок Лира Рембрандт Sap Green, ну и крылышки это Берлинга Металлик. В целом мне понравилось, как получилось. Следующая иллюстрация, сейчас посмотрю, какая будет. Следующую раскрашу, пожалуй, вот эту. Возможно, здесь будет немножко акварельных карандашей, но я еще не решила. Вот эту иллюстрацию я раскрашивала карандашами Vista Artista. Конечно, еще раз убедилась, что бумага здесь плохая. Вот. Цветы я изначально хотела, чтобы были такие нежные. Насчет листьев не знаю, может быть, еще буду дорабатывать карандашами, может быть, нет. Абсолютно точно добавлю немножко темного карандаша. На предыдущей иллюстрации я тоже собираюсь немножко добавить темный карандаш. И следующая иллюстрация будет вот эта. Ну, поскольку нужно 7 штук раскрасить, а бумага проблемная, то, конечно, в этот раз буду выбирать простенькие иллюстрации. Ну, потому что вот то, что я тут раскрашивала, честно говоря, рука реально уставала, поэтому пришлось сильно напрячься. И, конечно, тут вот мне даже не нравилось, как и карандаши ложатся, и как размываются, хотя они вообще прекрасны. Может быть, здесь еще добавлю перламутровую акварель. Третья иллюстрация закончена. Я тут по краям не везде, но все-таки добавила гелевую ручку белую. Ну, я считаю, что везде не обязательно, а на некоторых цветочках и листьях вполне можно. Так что мне осталось еще раскрасить 4 иллюстрации. Здесь я раскрашивала Лира Рембрандт акварельными карандашами без размытия. И цветочки, вот эти маленькие, это Полихромос, а вот это Derwent Color Soft, 2 цвета. Ну и серединка, это тоже Лира Рембрандт желтые. Налила себе цикорий в такой милой кружечке. Я тут еще обедала, у меня совершенно маленькая такая суповая тарелка из детская, ну, видимо, детская такая, но это я покупала или в Ашане, или в Фикс Прайс. В цикорий добавила корицу, получилось классно. Прям кружечка, ну, совсем маленькая. Так, я вот подумала, может быть, раскрашу вот эту. Да, раскрашу сначала вот эту иллюстрацию. Так, и потом я уже тоже себе еще одну присмотрела. Сейчас покажу, какую именно. Что такое? А следующая иллюстрация будет вот эта. Но она вроде тоже и вроде как сюжетная, и в тот же момент не суперсложная. Насчет фона я вот на предыдущей иллюстрации пока не знаю, потому что вот когда я вижу фон, я прям его и делаю. А если сомневаюсь, лучше я это сделаю потом. Или не сделаю вообще. Ну, это как получится. Если он будет напрашиваться в фон, то да. Вот на этой иллюстрации, ну, тут еще зависит вот от этого, хотя... Нет, ну здесь, наверное, будет сухая пастель на фоне. Вот я про эту говорила, что пока не знаю. А то, что я вот сейчас буду раскрашивать, я показала. Ну, тоже посмотрим. Пошли вторые сутки моего раскрашивания, и мне осталось 2 иллюстрации. Я решила остановить свой выбор на вот этой. И
Еще хочу раскрасить, наверное, вот эту. Если выберу что-то другое, конечно, покажу. Ну, а так вот эти две. Потом уже сделаю включение и покажу все готовые иллюстрации. Ну вот и пришло время показать все готовые работы. Как и собиралась, я здесь раскрасила 7 иллюстраций. Давайте приступим. Буду вам их показывать. Так. Вот такая. Я раскрасила все это за 3 дня, но потом у меня не было возможности снимать концовку, поэтому все это лежало. Я уже даже забыла, сколько я собиралась раскрасить. Кстати, не самая удобная вот эта закладка. Я ее покупала в Fix Price, там был набор. Но это еще давно, когда все было очень дешево. Но вы знаете, мне даже пришлось вот так вот разъединить, дабы она не портила сильно листы. Дальше. Вот эта иллюстрация. В принципе, мне нравится и как та получилась, но в целом она все равно очень просто выглядит. Здесь, конечно, мне ну, поинтереснее, побольше нравится. Так, а собственно говоря, вот зачем я убираю закладки, когда я буду еще в итогах месяца все это показывать. Собственно, я когда-то покупала вот это вот. Ну, стаканчик под телефон и под карандаши, под канцелярию на балкон, чтобы там раскрашивать, чтобы было удобно. Но в итоге я пользуюсь им редко. У меня в итоге все закладки в разных местах, потому что вот эти помещаются в контейнер с основными моими карандашами, ну, которые покупала поштучно, вот, а все остальное то там, то сям, потому что, видите, они абсолютно разнокалиберные. Ну, в общем, вот так вот я это дело приспособила. Еще пару дней назад. Так, собственно, зачем я ее достала-то? Затем, чтобы вот это поставить на место. У меня еще там в одной из книжек закладка. Там то ли это был один набор из 4 штук, то ли 2 набора по 2. Очень симпатичные, но вот довольно-таки бестолковые. Ладно, это тоже, кстати, из Fix Price. Ну, в общем, пусть вот так будет. Так, это я вам продемонстрировала. Третья иллюстрация. Такой веночек. Он мне тоже понравился. Фона тут нет. Потом 4-я иллюстрация. Такая вот. Здесь нежный фон. Я, по-моему, использовала тоже сухую пастель Мунго, но она хоть и сильно пигментирована, но там был очень-очень такой нежный оттенок. Пятая иллюстрация. Шестая. Мне она прям очень понравилась, как получились и грибочки, и листочки. В общем-то, я довольна. Фон, как видите, он более яркий, и без камеры он смотрится ровнее. Ну вот с пастелью у меня вообще камера не очень хочет дружить. Кстати, мне понравилось вот скрепки использовать в качестве
закладок. Так. А то я же думала, купила контейнер просто так. Ладно, хоть как-то использую. И следующая иллюстрация вот такая. Ну, я ее еще заранее выкладывала в группу к Оксане. Вот, ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. Вот, ну, в общем, как-то так. Я довольна. Теперь получается, что я по количеству раскрашенных иллюстраций догнала саму себя в плане одна иллюстрация хотя бы каждый месяц. Вот, тем более, что да, раскраска вполне себе хорошая. Надо будет ее тут протереть и, может быть, все-таки наклеить на нее пленку. Если данное видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм 3 семерки рыжая 3 восьмерки. А я благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.